Что я должен делать? Никогда не произносить слов. Такова моя воля. Запомните, вы должны выполнять нашу волю. Волю самых богатых людей королевства. Что? Ого. Все. Злодей в кино, эрудит в жизни, Андрей Файт не сходил с советских экранов с первой половины 20-х до середины 70-х годов прошлого столетия. Благодаря незаурядному таланту и колоритной внешности он уверенно шагнул из немого кинематографа в звуковые фильмы и сумел занять заметное место на творческом Олимпе. Артист снялся в 9 десятках картин, большинство из которых вошли в золотой фонд отечественного кино. Андрей Андреевич появился на свет в январе 1903 года в Нижнем Новгороде. Его предками были выходцы из немецкого купеческого рода Фейтов, в 1812 году бежавшие в Российскую империю от наполеоновских притеснений. Родители мальчика получили профессию врачей. Помимо врачебной практики, они увлекались революционными идеями, разделяя политику эсеров. За антиправительственную деятельность Андрей Фейт-старший неоднократно подвергался суду и ссылкам. Супруга вместе с детьми повсюду следовала за мужем. В 1905 году доктору Фейту, высланному в Нарымский край, удалось бежать в Париж. Спустя непродолжительное время к нему смогла перебраться и семья. Здесь, в одном из парижских предместий, маленький Андрей впервые стал лицеистом. В период Первой мировой войны Андрей Юльевич записался в ряды французской армии и в качестве доктора отправился на Верденский фронт. После окончания боевых действий и свержения монархии в России Фейты переселились в Москву. Новый московский период стал для будущего актера временем становления и поисков себя. Отец видел сына инженером воздушного флота. По настоянию родителя юноша поступил в институт, но дольше одного курса там не задержался. С ранних лет его влекло к миру прекрасного. В Москве он посещал камерный кружок свободного искусства. Сокращенно эта самодеятельная организация именовалась ККСИ. Ее члены разыгрывали театральные представления, для которых сами сочиняли музыку и стихи. Помимо участия в ККСИ, молодой Фейт самостоятельно издал собственный стихотворный сборник. Чуть позже его, как начинающего поэта, познакомили с имажинистами, в том числе с Сергеем Есениным. После череды творческих поисков юноша наконец понял, что хочет стать актером, и в начале 20-х годов поступил в частную театральную студию под управлением Преображенского. Во время обучения молодой человек не только получил базовые профессиональные навыки, но и поработал над сценическим именем. Теперь он везде представлялся как Файт. Такое произношение оказалось более звучным и верным в плане транскрипции фамилий с немецкого на русский язык. Для полноценной карьеры студийного образования было недостаточно. Следующим этапом для Андрея стал Государственный техникум кинематографии, позже переименованный во ВГИК. Под руководством Льва Николаевича Кулешова Файт и его однокурсники постигали тайны актерского мастерства. Круг интересов курса не ограничивался учебой. Наиболее активные студенты создавали собственные миниатюрные коллективы, снимались в кино и выступали на первых капустниках. Файт совместно с товарищем Евгением Червяковым и Галиной Кравченко, своей будущей женой, организовали Кравчер Файт. Их трио просуществовало вплоть до выпуска в 1927 году. После окончания ВГИКа Андрей Андреевич был принят в театр-студию киноактера, но театр не находил в его душе такого мощного отклика, какой давали съемки в кино. Фильмы. Первые ленты с участием Файта были немыми, но прогресс не стоял на месте, и аккомпанемент топера вскоре сменился полноценным звуковым продуктом. Я буду ждать у дверей, Дольс. Бен, девушки дурно говорят про тебя. Что? Скажи мне, какие девушки говорят, и они перестанут. Бен, не жди меня, я не пойду. Ого! Я могу и уйти. Я устала, Бен, ты пойми, я устала. К концу 40-х годов актер успел поработать в 38 картинах.
Если учесть, что он начал сниматься с 1924 года, то в среднем Андрей Андреевич соглашался на пару проектов в год. Почти все его персонажи оказывались отрицательными героями, то вражескими офицерами, то злыми колдунами. В экранизации «Молодой гвардии» Фадеева режиссер Сергей Герасимов вывел Файта в роли полковника секретной службы Абвер. Я бы мог рассказать о деятельности «Молодой гвардии», если б я был судим открытым судом. Но бесполезно для организации рассказывать это все людям, которые в сущности уже мертвецы. В 1963 году дети Советского Союза с замиранием сердца следили за путешествием своих сверстниц Яли и Яло из фильма «Королевство кривых зеркал». Эта картина, снятая Александром Роу, притягивала и пугала. Особенный страх на маленьких зрителей наводил Файт в образе крючконосого министра Нушрока. Почему отложена казнь зеркальщика Гурда? Такова была моя воля. Что? Моя королевская воля. Ваша королевская воля? Брысь! Как вы смеете? Брысь отсюда! Ваше Величество, не забыли ли вы историю своего рода? 3 годами позже артист вновь примерил маску сказочного персонажа. Теперь это был коварный магребинец из картины «Волшебная лампа Аладдина». 40 лет я скитался по свету. 40 лет я думал о том, как вернусь домой, заключу брата в объятия. Ну, у моего Али не было брата. Так это целая история, почему он думал, что я умер, и никогда меня не вспоминал. В конце 60-х годов Файт промелькнул в эпизодах «Бриллиантовой руки» блистательного Леонида Гайдая. Его можно узнать в продавце лотерейных билетов. Пожалуйста, 100 штук только подряд. О! Кто возьмет билетов пачку, тот получит... Водокачку. Бросьте свою дурацкую агитацию. Я покупаю билеты не ради выигрыша. Чего? Газеты надо читать. А что? Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать, отключим газ. Еще один негодяй, воплощенный артистом, месье Дюк, в завершающей части трилогии о неуловимых мстителях режиссера Эдмонда Киасаяна. Скажите, месье Овечкин, разрешение на въезд получено? Еще нет. А вы не отчаивайтесь, мой друг. Так или иначе мы вас в Россию переправим. Ну, а вы решили, кто будет короноваться? Из всех претендентов я выбрал 2. Кстати, вы их знаете. Как, неужели эти 2 авантюриста? Они же не из царской семьи. Это не имеет никакого значения. Эмиграция не поверит в них. А это вопрос рекламный. В 1972 году Евгений Фридман пригласил актера поучаствовать в съемках приключенческого кинофильма «Остров сокровищ» по мотивам романа Стивенсона. На этот раз Файт стал слепым пиратом Пью. Не узнаешь старого корабельного друга? Это ты, Пью. Ага. Когда Флинт отдал концы, а ты исчез, ребята очень обиделись. Нехорошо бросать старых друзей. Говори, зачем пришел. В 2-серийной драме Ярополка Лапшина «Приваловские миллионы» артист вновь появился в нелицеприятном облике. Его герой – уральский богач Лиховский, плетущий интриги и претендующий на чужое наследство. Разбойник! Душегуб! Да я у тебя еще 3-го дня видел хорошую старую метлу. Где она? Куда подевал? Конюшне! Конюшне! Чего тебе метла? Завтра метла! Да вы меня по миру пустите! Возьмешь старую! Под занавес карьеры Файт довольствовался совсем крошечными ролями, такими как мистер Гарви в комедии о жизни Гекльберри Финна «Совсем пропащие». Если он глухонемой, пусть он поговорит с моим братом Уильямом, а мы поглядим, как это он делает. К сожалению, сейчас это невозможно, потому что мой брат сломал по дороге руку. Это очень кстати для обманщика, который не знает азбуки глухонемых. Сразу видно. Жулики.
Личная жизнь. Андрей Андреевич всю жизнь оставался видным и интересным мужчиной, не обделенным женским вниманием. В первый раз он женился на однокурснице и коллеге Галине Кравченко. Брак двух ярких творческих единиц распался через 2 года. В 30-е годы Файт заключил брак с Марией Бриллинг. В этом союзе родился единственный сын актера, также связавший свою судьбу с кинематографом. Андрей Файт намного пережил любимую супругу, но в связи с ее ранним уходом у крепкого и выносливого артиста начались неприятности с сердцем. Сердечные болезни свели мужчину в могилу в 1976 году. Незадолго до этого Файт завершил съемки в очередном фильме. 72-летнего актера похоронили на Новодевичьем кладбище столицы. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.